Последние несколько дней, когда спрашиваешь у людей, там, ну как дела, какие итоги, все говорят, ну год был непростой, но слава Богу, уже конец, дай Бог, чтобы в следующем было еще лучше. Понятно, что год был непростой, я согласен, но не бывает простой год, и жизнь не бывает простая. Жизнь, она есть, наверное, сложная. Почему? Потому что и ради этого мы здесь. Когда есть сложности, мы должны что-то делать, предпринимать какие-то шаги правильные, решать вопросы. И не просто ожидать, что с неба все будет хорошо, и Бог даст нам все, что нужно. Реально, наша задача – это посмотреть, что не так, может быть, даже именно в конце года посмотреть, что было сделано неправильно, какие есть проблемы реально в стране, в целом, и попробовать подвести правильные итоги, понять, что нам нужно делать дальше. Но для еврейской общины могу сказать, что год был точно неплохой. И в целом еврейская община развивается дальше. Мы видим еще больше интереса у людей. Строятся новые центры, новые синагоги, открываются новые школы, детские сады по всей России. И если нужно, у нас есть там полностью отчет. В этом году открыли в Тольятти, в Смоленске, в Туле много, то, что называется микве, это ритуальные бассейны, впервые были построены в России. Это один из главнейших компонентов еврейских центров. И, слава Богу, сегодня это уже дошли до этого, что уже мы можем строить такие помещения. Это радует. Наверное, как всегда говорим, Россия сегодня одна из самых активных в России, одна из самых активных еврейских общин в мире. И это радует, потому что мы видим, как молодежь, как дети тянутся к религии, как они хотят участвовать. В этом году открылись очень много клубов и новые центры для молодежи. И радует то, что для них это востребовано сегодня. Они чувствуют, что это им нужно, они хотят больше узнать, участвовать, и мы видим, что это искренне. Поэтому мы верим, что для евреев в целом здесь, слава Богу, хорошо, и мы верим, что и дальше будет развиваться еврейская жизнь правильно. Можно констатировать тот факт, что сегодня с антисемитизмом в России намного лучше, чем было раньше, намного лучше, чем то, что мы видим в Европе. Много благодаря власти, которая принимала правильные шаги в прошлых годах, когда были разные инциденты. Но я бы сказал, что главное это то, что сегодня народ, общество в целом уже более толерантное. Если мы говорим о толерантностях, я думаю, что главный событий года для нас это точно открытый Российский еврейский музей, Центр толерантности. Для нас это проект, который думали о нем очень долго. Россия одна из малых количеств стран, где до сих пор не существовала такая возможность, чтобы рассказать о своей истории. И то, что открыли Российский еврейский музей, это очень важно для нас. Люди могут узнать больше о наших традициях, о нашей истории. Но то, что вместе с музеем открылся Центр толерантности, для нас это действительно важнейшее событие года, может быть, важнейшее событие десятилетий. Потому что мы понимаем, что в России сегодня, несмотря на то, что уже говорил, что с антисемитизмом, слава Богу, становится лучше и лучше, есть большая проблема в межнациональные отношения. И Центр толерантности был создан для того, чтобы попробовать как-то улучшать понимание, взаимоотношения, чтобы у молодежи, у подрастающих поколений был новый взгляд на проблемы в целом и как относиться к другим людям. Поэтому действительно радует то, что сегодня в России
открылся такой центр, что мы видим очень большой интерес к нему. Люди ходят с удовольствием, все восхищаются, получили огромную поддержку от президента. Много раз говорил об этом, сколько это важно. У меня была встреча с министром образования, который поддерживал инициативу. Думаю, что это правильно, чтобы дети из государственных школ туда ходили, что это было внутри программы образовательной. Поэтому то, что мы видим, что желание изменить положение сегодня в России есть у всех. Антимагнитский закон, если смотреть, как все это получилось, это понятно, что сначала в США, в Конгрессе, в Сенате приняли какое-то решение. Для нас это решение вообще, могу сказать, неважно, правильно, неправильно, но было точно не во время. Я объясню, как известно, приняли этот закон вместе с отменой поправки Джексон-Веника. Джексон-Веник это действительно связано больше с нами, чем закон Магнитского или новый, там, Тим Яковлева. Но Джексон-Веник – это история уже скоро 40 лет, в 1974-м, да. Получается уже скоро 40 лет. Да. Закон, который тогда был понятен и нужен. Действительно, сенатор Джексон и Веник, они решили, что нужно наказать Россию за то, что не разрешает евреям, в основном евреям, выезжать из страны. С того момента до сегодняшнего дня столько изменилось. Уже несколько лет там уже безвизового режима между Израилем и Россией. То, что евреи могут выезжать на ПМЖ в Израиль или куда не хотят, это уже история 20-летняя. А до сих пор, до этого года, этот вопрос не решили. Как будто что-то там мешает им. Раньше были там ножки Буша, потом другой вопрос, потом что-то еще. Каждый раз были причины, почему не можно этот вопрос решить. И каждый раз мы выступали, уже устали выступать, что это просто позор, и это против еврейской общины в России. Вы говорите, что вы хотите нам помочь, а реально все время, когда вы откладываете, это реально в ущерб. Почему? Потому что говорят, смотрите, точно же отношение к евреям сегодня нормально, а все равно ничего не происходит, все остается по-прежнему. Ну, в конце концов, решили все, в этом году точно. Когда уже решили, ну, слава Богу, нашли уже что-то еще, и это соединили вместе с этой историей, с Магнитским. Может быть, нужно было. Я думаю, что не нужно было, но не важно. Это мое личное мнение. Я не занимаюсь политикой, поэтому мое мнение мало чего важно. Но почему опять связать это с Джексон-Веником? Где Джексон-Веник, где евреи, где Магнитский? Это вообще никак не связано. Но это видно, что это опять, к сожалению, какая-то игра. Кто-то заинтересован здесь и не ищет конструктивные решения, а наоборот, это люди, которые все время стараются показать, что мы сильнее, мы правы. Если у вас что-то сказать, пожалуйста, но почему соединить это с Джексон-Веником? Это то, что мне было непонятно, и, к сожалению, реакция России, она понятна. Я не знаю, если правильно или неправильно, к сожалению, опять, когда взрослые не понимают друг друга, кто страдает, это дети. Бывает это в семье, бывает это иногда, когда какой-то процесс главный в стране, а опять кто страдает, это дети. Действительно, в России большая проблема с детьми, сиротами. Известно, что много тысяч детей находятся в детских домах. И спрашивали, что делает еврейская община. У нас есть в Москве детский дом и в других городах. И в основном это не дети полные сироты, но это дети, которые родители их бросали или забыли, или там, думают, что они не могут их воспитывать правильно. И, к сожалению, в детских домах тоже это не все дети-сироты. Я думаю, что в основном это дети, у которых одинокая мама просто не чувствует поддержки, она сама не справится. И решила, что нужно отдать ребенку на усыновление. То, что сегодня в России, к сожалению, еще
не выработано такое понимание, что нужно думать об этих детях, найти решение их вопросов. Это, к сожалению, стыдно. Стыдно то, что в мире смотрят еще на Россию как страна, где много детей, которые нуждаются в восстановлении. Это нехорошо. Это нехорошо для России. Это плохой показатель уровня ответственности, который есть сегодня в стране в целом. Если человек виноват, особенно когда мы говорим о экономических преступлениях, тогда лучше, чтобы он заплатил и чувствовал обязанности, но что-то сделал для страны, не в ущерб страны. Поэтому тюрьма – это вообще не самое хорошее решение. Почти всегда, только если человек опасен для общества, если его нахождение на свободе может, не дай Бог, привести к тому, чтобы этот человек совершил дальше преступление, тогда понятно, что нужно его как-то ограничить от общества. Поэтому наш подход всегда был, что за экономических преступлениях, если человек не опасен, тогда лучше, чтобы он заплатил по-другому и не сидел в тюрьме. Я думаю, что сегодня есть такое понимание власти, идет к этому, по крайней мере, и президент об этом говорил, и премьер Дмитрий Анатольевич, когда он является президентом, он об этом говорил. Дай Бог, чтобы в скорое время видели такой результат. Я очень часто бываю в тюрьмах, я вижу условия там, они далеки от того, что должно быть. Иногда бывает намного лучше, чем раньше, но все равно много чего еще можно делать. Если было бы меньше заключенных, тогда уже понятно, что внимание и забота было больше. Дай Бог, чтобы к этому все шли, и этот вопрос тоже стал решен. Но если мы говорим о тюрьмах, я думаю, что стоит сегодня особо поблагодарить СИН за возможности, которые даются и нам, и всем религиозным организациям участвовать в процессе с единоверцами. Сегодня в многих тюрьмах открывался синагога, и есть возможность там проводить праздники и служения. Поэтому, слава Богу, за то, что есть. Понятно, что каждый человек, который лишен свободы, это боль в сердце всех, которые его знают. И наше желание, что была дана возможность человека исправить свои поступки по-другому, не только сидя в тюрьме, терять годы и иногда даже здоровье.